Интересные факты. Выпуск 12. Иван Шишкин и его совершенная действительность. Среди русских пейзажистов Шишкину, бесспорно, принадлежит место самого сильного рисовальщика. Во всех своих произведениях он является удивительным знатоком растительных форм, воспроизводящим их с тонким пониманием, как общего характера, так и мельчайших отличительных черт любой породы деревьев, кустов и трав. Брался ли он за изображение соснового или елового леса, отдельные сосны и ели, точно так же, как и их совокупность, получали у него свою истинную физиономию, без всяких прикрас или преуменьшений. Тот вид и с теми частностями, которые вполне объясняются и обуславливаются почвой и климатом, где художник заставлял их расти. Изображал ли он дубы или березы, они принимали у него до нельзя правдивые формы в листве, ветвях, стволах, кореньях и во всех подробностях. Сама местность под деревьями, камни, песок или глина, неровности почвы, поросшие папоротниками и другими лесными травами, сухие листья, хворост, валежник и прочее, получала в картинах и рисунках Шишкина вид совершенной действительности. Картины и рисунки его столь многочисленны, что указание даже на важнейшие из них заняло бы слишком много места. Особенно много разошлось их между любителями искусства после устроенной в 1891 году ретроспективной выставки работ художника за 40 лет его деятельности и распродажи после его смерти того, что осталось в его мастерской. Достаточно будет упомянуть о шишкинских произведениях, находящихся в публичных коллекциях. Всего богаче ими Московская Третьяковская галерея. В ней имеются картины «Рубка леса», «Полдень в окрестности Москвы», «Сосновый лес», «Горелый лес», «Рожь», «Дебри», «Пасека», «Еловый лес» и «Утро в сосновом лесу», и кроме того 17 мастерских рисунков. Русский музей владеет картинами «Корабельная роща», «Полянка с соснами», «Лесная глушь» и «Поляна», 5 этюдами и 2 рисунками. В Московский публичный музей поступили по завещанию К. Солдатенкова картина «Вид в окрестностях Москвы» и 1 рисунок. Всех исполненных Шишкиным афортов Д. Ровенский насчитывал до 100. Он указывал, сверх того, на 68 оригинальных литографий и на 15 цинкографических опытов этого мастера. А. Бехгров в 1884-1885 годах издал в 2 сериях сборник 24 фототипических снимков с угольных рисунков, исполненных для него Шишкиным. В 1886 году сам художник выпустил в свет альбом своих избранных гравюр в числе 25. Впоследствии оттиски с досок, служившие для этого альбома, подправленные и несколько переделанные, были изданы Марксом с прибавкой нескольких других афортов в виде нового альбома. В 1880-е годы Шишкин создает много картин, в сюжетах которых он по-прежнему обращается преимущественно к жизни русского леса, русских лугов и полей, впрочем, затрагивая и такие мотивы, как морское побережье Балтики. Основные черты его искусства сохраняются и теперь, но художник отнюдь не остается неподвижно на творческих позициях, выработанных к концу 70-х годов. Такие полотна, как «Ручей в лесу» на Косогоре 1880, «Заповедник», «Сосновый бор» 1881, «Сосновый лес» 1885, «В сосновом лесу» 1887 и другие по характеру близки работам предшествующего десятилетия. Однако трактованы они с большей живописной свободой.
В лучших пейзажах Шишкина этого времени находят отражение общие для русского изобразительного искусства тенденции, преломляемые им по-своему. Художник с увлечением работает над широкими по размаху, эпическими по своему строю картинами, воспевающими просторы родной земли. Теперь все ощутимее его стремление к передаче состояния природы, экспрессии образов, чистоте палитры. Во многих произведениях, прослеживая цветовые и световые градации, он использует принципы тональной живописи. Среди всех произведений художника наиболее популярна картина «Утро в сосновом лесу». Ее сюжет, возможно, был подсказан Шишкину К.А. Савицким. Есть другая версия, что толчком к появлению этого полотна послужил пейзаж «Туман в сосновом лесу» 1888 года, написанный, по всей вероятности, как и «Бурелом», под впечатлением от поездки в Вологодские леса. «Туман в сосновом лесу», имевший успех на передвижной выставке в Москве, ныне в частном собрании, мог вызвать у Шишкина и Савицкого желание написать полотно, повторяющее мотив прославленной картины, но с включением жанровой сцены. Подписывайтесь на канал ЛТ Денис Фактс, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч!